Привет! Добро пожаловать в мир Гопломах Викторум. Мир игры Гопломах Викторум. И история у этого мира такая. В начале нашей эры римский мудрец Плиний Старший узнал о надвигающемся извержении Везувия. Стремясь спасти тысячи жизней в близлежащих городах Помпеи и Геркулануме, он обращается к богине подземного мира Прозерпине. И та дарует свою милость, предотвращая извержение. Но Плутон, владыка подземного мира, недоволен. Возмущенный тем, что у него отняли новые души для его владений, Плутон ставит смертным мира ультиматум. Через год он вызовет новое извержение Везувия, на этот раз настолько мощное, что оно превратит весь мир в расплавленные скалы и пепел. Единственный способ, которым человечество может избежать этой участи, это если сильнейшие воины Земли одолеют в бою 7 ужасных отпрысков Плутона и победят самого Плутона. По всему миру чемпионы многих великих цивилизаций начали собирать последователей, стремясь уничтожить отпрысков, спасти мир и прославиться в веках. Вот этим всем мы и будем заниматься. Гопломах Викторум – это соло-игра. Нет, это не кооперативная игра, и это не какая-нибудь другая игра с соло-режимом. Вся эта красота ваша и только ваша. И это вы чемпион великой цивилизации. Вот один из этих замечательных героев. На ваш выбор вы можете стать Бициней из Кунлуня, Децимусом из Новых Аргонавтов, богиней ночи Нокс, пришедшей из недр Везувия, Ламасийцем, морским странником, Кракенлансом из Атлантиды, Парфянином, амазонкой Вираго или Стиджианой, бывшей отверженной соратницей самого Плутона. В роли одного из этих героев вы будете путешествовать по землям вымышленного древнего мира, сражаться в пошаговых тактических боях на аренах на протяжении 4 актов игры. Выбрав себе героя, вы должны выбрать себе еще 3. Эти фишки занимают свои места на специальных углублениях на трибуне. Это ваши сильнейшие враги, ну или боссы, если вам так будет угодно. С ними вы будете сражаться в финале каждого из 3 актов. А в конце 4-го акта игры вы сразитесь с одним из отпрысков Плутона. Ну и если победа будет достигнута, то мир будет спасен и ваше соло-эго будет польщено. Вообще авторы игры, компания Cheap Theory Games, это воплощение пафоса. Их игра просто не может не быть эпичной. Ну а как иначе с такими-то шикарными компонентами? Наверное, единственный бумажный аксессуар в этой игре – это правила и коробка. Остальное – это пластик и неопрен. Много пластика и неопрена. Как все это поможет нашему герою спасти мир? Давайте разбираться. У вашего героя есть фишка героя, листочек с его показателями, кстати, он тоже бумажный, стартовая команда, стартовый набор тактик и карт способностей. И родина, родной регион, откуда мы начинаем свое путешествие. И в зависимости от этого стартовый неопреновый коврик с домашней арены. Раунд в игре символизирует 1 календарную неделю. Вот и получается, что в этой игре мы с вами, ну что значит мы с вами? Вы сами с игрой проживете 4 акта по 12 недель, что в итоге дает нам тот самый отведенный Плутоном год. В начале каждого раунда вы должны переместиться по карте на соседнюю точку. В новой локации вам нужно будет либо сражаться, либо получать новое задание. Сражения бывают настоящие и спортивные, и того получается 3 типа событий. Либо сражения 2 типов, либо задания. Причем масштабы бедствия для вас не будут сюрпризом. Следующие карты всех 3 типов событий лежат, вернее стоят, лицом к вам на все той же трибуне. С заданиями все понятно. Вы их берете и при выполнении определенных условий получаете какой-то бонус. Улучшение способностей и так далее. А вот сражения – это главное, что есть в этой игре. Иначе зачем здесь вот это вот все? Причем, как ни странно, смертельные бои, они хоть и опаснее в плане последствий, но проще по своей сути.
Просто нужно победить всех соперников на арене и все. Спортивные состязания делятся на 3 типа. Спарринги – это как смертельные, только никто не умирает. Захват флага и царь горы. Как вообще происходит бой? Все подчиняется пошаговой структуре. Сначала враг выставляет своего юнита, потом вы выставляете своего юнита. Потом враг выставляет своего второго юнита, а тот, который был выставлен в предыдущем раунде, уже может ходить и атаковать. Потом вы делаете то же самое, а в промежутках могут разыгрываться разные тактики. Они оглушают соперника, лечат своих, дают дополнительные очки перемещения и так далее. Юниты – это вот такие фишки со своими свойствами и атрибутами, и стопкой фишек под ними. Это очки жизни. Когда юнит атакован, он теряет одну или несколько фишек здоровья, и если фишек больше нет, он покидает арену побежденным. Юниты имеют дальность хода, дальность боя, уровень здоровья и способности. Ну, например, вот у этого атакующего есть способность Retaliate, это значит, что когда ему наносят повреждение, он наносит повреждение в ответ. Все способности расписаны на специальной пластиковой карточке подсказки. Их кажется много, но разобраться в них совсем несложно. А еще на фишке юнита указано, какие кубики он бросает в бою. Кубики в игре имеют разную силу и легко отличаются по цветам. У желтых только 1 грань с успехом, черный имеет 5 граней, а у красного вообще все грани одинаковые и все успешные. Да, его можно в принципе вообще не бросать. Как я уже сказал, ваша задача в зависимости от типа боя отличается. В спарринге, будь то спортивном или кровавом, нужно просто всех победить. Тут, кстати, есть любопытный нюанс. В любом спортивном состязании в этой игре на арене среди юнитов соперника обязательно есть трибун. Он обозначается вот такой специальной фишкой. Это любимец публики. Вот его лучше оставить в живых. Иначе, если вы его победите, публика оставит вашего героя с одним единственным жетоном жизни. Но это нюансы. А так в битве за захват флага вы должны одним из ваших воинов захватить флаг и принести его в свою точку. В бою за царя горы вы должны продержаться 6 раундов в определенных точках арены. То, что мне по-настоящему понравилось в этой игре, это разнообразие арен. Тут у каждой расы своя территория и своя арена. И на каждой из этих арен свои правила. Прямо хочется про все вам рассказать, так что потерпите. На островной арене Атлантиды всегда присутствует трезубец. Воин, добравшийся до него, может взять его себе и при желании метнуть во врага. В бою за царя горы клетка с трезубцем и есть вершина горы, то есть она теоретически может двигаться вместе с воином, который его несет. Арена ла-масийцев – это ступенчатая пирамида. И воин, стоящий на ступени выше соперника, при атаке бросает дополнительный черный кубик. По парфянской арене вокруг 2 центральных тайлов носится колесница, раскидывая всех на своем скаку. Ее можно оседлать, а при игре в царь горы нужно. Арена Везувия заполнена лавой. И все воины, кроме местных, немедленно получают ранения, как только на ней появляются. Аргонавты знают толк в гладиаторских боях, поэтому на их арене заранее заготовлены стойки с дополнительным оружием и отмечаются вот такими кубиками. Но самое главное, что и вы, и ваш соперник будете биться парами, как будто 2 ваших юнита связаны друг с другом и не могут отдельно друг от друга перемещаться во время боя. Заснеженная арена бывших соратников Плутона имеет 2 клетки, на которых случайным образом в начале игры размещаются 2 грозных животных. Они двигаются хаотично по арене и предоставляют дополнительную угрозу всем, кроме местных. 4 монолита на арене амазонок. Каждый раунд будут двигаться каждый в своем направлении, принося дополнительный хаос в сражении. А 4 центральных клеток арены Кунлуня составляют так называемую платформу. Стрельба с этой платформы с одной стороны наносит больше урона, с другой стороны воин, оказавшийся на платформе, должен пропустить раунд перед тем, как вообще иметь возможность что-либо сделать.
Все эти особенности арен кратко и очень понятно расписаны на вот таких пластиковых памятках. А еще на них расписаны приоритеты перемещений и целей атак воинов соперника, куда двигается и кто является целью для искусственного соперника. Не самая интуитивно понятная вещь в игре, но когда вы в этом разберетесь, бои будут проходить легко и разнообразно. Когда я говорю легко, я не имею в виду легкость процесса. Легкой победы вам никто не обещает. Да и в принципе поднять руки вверх, сдаваясь на милость победителя посредине боя, когда вы понимаете, что дело запахло жареным, не возбраняется. Особенно в битвах насмерть. Потерять ценного воина, серьезный удар, попробуй потом его еще себе такого раздобудь. Кстати, новых воинов вы себе именно добываете по итогам спортивных соревнований, добавляя в свой лагерь, а еще так можно раздобыть жетон тактики. Тоже ценный ресурс в этой игре. А вот победив в смертельной схватке, вы можете прокачать своего героя, улучшить или добавить новый кубик, добавить здоровье или показатель лидерства. Чем он выше, тем больше воинов может находиться в вашей команде. Проигранный бой добавляет вам жетоны проклятий. Они бывают разные и мешают вам в вашем лагере, либо добавляют очень сильных врагов. Если вы достаете себе этот жетон во время подготовки к бою, то он удваивает силу первого вашего врага. А вот этот жетон тоже добавляется в мешок, и первый ваш враг получает специальное свойство прекрасный выстрел. А вот этот, например, это уже не добавляется в мешок, он хранится у вас в лагере и занимает одно из мест, которые предназначаются одному из ваших воинов. Ну, то есть занимает лишнее место. В конце 4-го акта, в финале всей кампании, вам предстоит сразиться с главным боссом. Они тоже разные. Каллиопа может превращать ваших союзников в своих. Захака нужно убить 4 раза. Гидра выпускает кучу своих голов, которые работают как дополнительные воины на арене. Можно сразиться с самим Плутоном, который не выходит на арену до тех пор, пока вы не завалите трупами практически каждую клетку арены. В общем, круто все придумано, очень разнообразно. Вообще, главное опасение у меня было, когда я брался за игру Гапломах Викторум, то, что я боялся скучного и однообразного процесса. Я думал, что это будет одно и то же. Пришел в локацию, расставил воинов, сделал пару ходов, покидал кубики, убрал воинов, пошел в другую локацию, расставил воинов, сделал пару ходов, покидал кубиков, убил босса, ура, победа. Реальность очень приятно удивила. Игра подчинена общим, хорошо структурированным правилам, но разные арены, разные виды соревнований на них, разный состав команды врагов в каждой битве заставляет вас каждый раз разгадывать новую головоломку, придумывать оптимальные решения, радоваться удачным находкам, материть, на чем свет стоит эти чертовы кубики, которые всегда выпадают не так, как нужно вам, и так, как нужно сопернику. А еще карты событий. Я думал, они лишние в игре, а они добавляют новый уровень разнообразия. И не просто так, а очень существенно. Например, если я получу себе вот эту возможность, то если я выиграю событие, в котором будет участвовать мой герой в единственном составе, то я получу себе дополнительную карточку способностей. Или, например, вот это спортивное соревнование. Каждый раз, когда вы будете выставлять нового юнита, вы бросаете 3 желтых кубика, и за каждый полученный урон вы раните вот этого юнита, который выходит на арену. Или, например, возьмем какую-нибудь карту из сражений. Здесь расписаны все юниты, которые будут выходить за врага, все ваши юниты. Видите, как их много и как вас мало. Но здесь написано, что все ваши враги, у них уровень здоровья 2, независимо от того, какой жетон, какого юнита вы достанете. Открытая информация, когда вы видите каждую следующую карту каждого следующего потенциального соперника, добавляет новый стратегический уровень планирования. В спортивных битвах вы во что бы то ни стало хотите сразиться и победить именно этого врага, потому что в случае победы вы заберете его к себе в команду, чтобы вместе с ним потом пойти на смертельную битву, пробрейдить там себе кубик и со спокойной душой отправиться на финальную битву. В общем, вау! Я когда снимаю это видео, я еще не знаю, сколько это все будет стоить, уверен, что дорого. Это дешево стоить не может. Весь этот пластик
и неопрен. Я взвесил тут дома коробку, коробка весит 5,5 килограмм. Все это не то чтобы минусы игры, это просто факторы, влияющие на широту аудитории и решение брать-не брать. То, что это соло-игра, сейчас вряд ли кого-то сильно напугает. Те, кто не понимает соло-игры, выключили этот обзор еще на первой минуте, а вы, раз уж досмотрели аж до этого времени, понимаете, что у Chip Theory Games давние и очень дружественные отношения с соло-аудиторией. Они знают в соло-играх толк, и видно, что Гапломах Victorum – результат некой эволюции. Уж вершина она или нет, я не знаю, у совершенства нет предела, но чипы, безусловно, очень постарались и сделали отличную вещь. Victorum – игра не для всех. Многие даже не поймут, чем я тут восторгаюсь. Но все возможные недостатки игры кроются не в плохом дизайне, дисбалансе, кривых правилах или неработающих механиках. Вы ничего такого тут не найдете. Вам просто могут не нравиться пошаговые тактические бои, или соло-игры, или игры с рандомом, или долгими кампаниями, или просто большие игры. Эта игра про избранных, для избранных. А на этом у меня сегодня все. С вами был Дмитрий и канал Geek Media. Играйте в настольные игры. Всего вам хорошего. Пока-пока.